Розыгрыш. Что означает слово «розыгрыш»? Шутку? Репетицию музыкального произведения? Или розыгрыш – это ничейный результат в сложной жизненной ситуации? Действующие лица. Д. Главный дирижер, бог и царь престижного оркестра, обладает международной известностью и авторитетом. Седовласый мужчина около 65 лет, ранимый и глубоко мыслящий человек. СГ. Семен Григорьевич, администратор оркестра. Тонко разбирается в музыке и финансах. Обладает отменным чувством юмора и огромным сердцем. Предан дирижеру. МД. Молодой дирижер. Выпускник престижного университета, мажор, но в абсолютной степени фанат своего дела. Толя Маслов. Библиотекарь. Мужчина лет 55, волторнист в отставке, педант и очень мягкий человек. Учредитель. Мужчина 55 лет, известный бизнесмен и финансовый покровитель оркестра. Артисты оркестра – полицейские. ЧК. Человек с камерой. Ходит и все снимает, но его никто из персонажей не видит. Сцена первая. Вечер после дождя. Репетиционная студия. Человек с камерой залетает, как шаровая молния еле светящегося спектра. Человек с камерой снимает и говорит: дух Малера в пустом зале. Но чего же они так беспечны в святая святых оркестра репетиционной комнате? Небрежно расставлены пульты, и ноты, валяется все в хаосе. Слава Богу, что скрипки лежат бережно. Аккуратно расставлены виолончели, контрабасы подпирают стены, на тубе чья-то шапка. Тромбоны на стойках. На стульях шарфы, валяются дамские концертные туфли с налетом пыли, разбросаны ноты, кофры без скрипок. Хаос. Человек с камерой запрыгивает на подиум дирижера, задерживается. Партитура третьей части симфонии Малера. Штрихи. Интересно, какой будет финал всего этого? ЧК спрыгивает с подиума и устремляется налево. Оттуда доносится смех и громкая речь. В коридоре двое мужчин оживленно спорят и мгновенно замолкают, когда камера проносится мимо них. Камера бросается направо по коридору. За обшарпанным столиком сидят интеллигентного вида и разного возраста жующие женщины, давящиеся бутербродами в момент пробежки камеры мимо них. Камера пробегает мимо туалета, из-под двери которого клубится сигаретный дым. Возле двери туалета курят трое мужчин. Поодаль сидят еще 4 здоровенных ребят, играющих в карты на кофре от виолончели. У одного на ногах лежит тромбон. Самый шустрый из игроков спешно переворачивает лист с записью преферансной пули, а на обратной стороне листа — ноты. «Где Махлер?» «Я здесь, маэстро». «Я здесь. Где же мне быть еще?» «Семен Григорьевич, нам удастся сегодня разыграть произведение вашего великого тезки?» «Обязательно.
обязательно саркастически указывая на хаос вокруг него. «Это же, по-видимому, моя вина, что обмениваться новостями, перекусывать, перекуривать, а также прочие дела музыканты должны справлять уже здесь, непосредственно в студии, а не дома, где все это можно делать и бесплатно. И заметьте, если бы моему папе хватило бы денег не только поменять имя, но и убрать в моей фамилии непроизносимую во всем цивилизованном мире букву «Х», то мою фамилию по-русски произносили бы Маляр, а не Махлер. И я бы сейчас мог сидеть со скрипкой в первом ряду оркестра слева от дирижера, а не быть нянькой этим безалаберным людям с музыкальными инструментами и дипломами консерватории. Ну, займемся делом. «Все на репетицию!» – гаркнул Семен Григорьевич. «Играем «Титан», первую симфонию Малера», – произнес он с пафосом и не произнося букву «Х» с отчетливым австрийским акцентом в фамилии Малер. Зазвучала сладкая для уха Семена Григорьевича какофония разыгрывающихся музыкантов. Значит, все на месте. Медленно, растянуто, как звучание природы. Вначале очень спокойно. Сцена вторая. Человек с камерой. Ну, а теперь самое интересное. Репетиционные будни. Настраиваем камеры на дневной свет и снимаем репетицию «Похорон охотника». Крупные планы струн, крупные планы рук. А кто это у нас с недовольным видом подкручивает колки и натирает смычок канифолью? Это Юрий со своим питомцем контрабасом. Юрий. Толя, ну откуда ты взялся? Ну разве тебя в конце не учили, что ронять партитуру на пол плохая примета? Толя Маслов. Ох ты, батюшки. Ну чего у тебя там не клеится? Да так, сколько раз говорил забить этот гвоздь в полу, а все одно торчит. Вот и наебан. Да, ушибся, да. А ты чего там? Да вот струны влажные, откуда тут влага? Человек с камерой. А это что за молодой человек? Явился на репетицию в джинсах и кедах на босу ногу. На оркестранта вроде не похож и на начальника не тянет. Юрий. Ну, надо это провести все-таки замеры влажности, а то что же это такое? Молодой дирижер. Здравствуйте. Могу ли я вам помочь? Маэстро, а чем вы мне
поможете. Ну, может, канифоль другая нужна или струны поменять? А, я понял. Волчок. Низкий поклон за такие глубокие познания. Толя Маслов. А вот у меня тут порошок в принтере заканчивается. Толя, погоди ты со своим порошком. Тут вон молодой человек интересуется. Видите ли, молодой человек, я играл это соло много раз. Малер его написал в ре миноре, и тесситура высокая. Молодой дирижер. А что, волчок часто встречается? Юрий. Само понятие «волчок» может быть на любом струнном инструменте, а может и не быть. Это, так сказать, индивидуальные особенности инструмента. Происходит на определенной струне некое усиленное колебание, и звук инструмента приобретает как бы дребезжание. У меня был волчок от другого рода, в ограниченном пространстве. На выходных дома обычно занимаюсь в ванной комнате, чтобы домашними мешать. Вот там играешь гамму открытым звуком, и вдруг какая-то отдельная нота звучит громче других и с таким эффектом эха. Вот так было и на моем инструменте, но зудящего звука не было. Молодой дирижер. А что же у вас случилось? Видите ли, при игре именно этого соло волчки встречаются редко. Малер написал именно в таком регистре, где, как правило, очень ровный звукоряд. Чисто физически волчка тут быть не может, так как колебание струны минимальное и резонанс сводится к нулю. Тут главное аппликатуру правильную подобрать. Молодой дирижер. Музыка гениальная, правда? Народная. Это же известная песенка. Ну да, но только ведь в миноре. У меня эта часть заунывного шествия вызывает ассоциации с болеро, где идут наложения и переклички инструментов. Само соло не представляет какой особой технической сложности, но всегда есть шанс облажаться. Так что лучше подучить, короче. Тут для меня было главное выбрать аппликатуру и характер. Повторяющаяся секция в моем представлении должна была звучать нарастающими волнами, как эхо. Поэтому подбирал аппликатуру повторяющейся нотной фразы на другой струне и в другой позиции. Вот тогда звук становился более приглушенным в повторах. А в последней октавной фразе использовал флажолет, чтобы не делать октавные скачки и не усложнять себе жизнь. Молодой дирижер. Это для публики шок, если она не понимает, где ей от музыки плакать, а где смеяться. Мы пытаемся ведь это для них разжевать. Или вы хотите, чтобы я и вам, музыканту, это объяснил? Толя Маслов. Юра, вот твоя партия. Ага, спасибо, Толенька, спасибо. Вот мы с Толей сколько раз играли эту симфонию. Ох, да, много. Молодой дирижер. Выходит так, что в третьей части вы заводите весь оркестр? Так да не так. Тут все от дирижера зависит. Если он выберет заунывное болото, то и мне придется играть в это. Неизвестно, куда дирижер нас потащит, но нам придется идти за ним. Молодой дирижер. Как интересно. Очень интересно. Сцена 3. Молодой дирижер. Похороны охотника. Интересная гравюра Кало. А какая же из гравюр вдохновила Малера к созданию третьей части своей первой симфонии? Гравюра Кало или фантазия в манере Кало Гофмана?
А может быть, Малера вдохновила все же гравюра другого художника, Морица фон Швинта? «Звери хоронят охотника». Не сразу понимаешь, что похоронную процессию возглавляет лиса. Заяц с крестом и кабан с лопатой шествуют следом. Гроб несут 2 оленя. Как-то проясняет ситуацию надпись на ленте, которую держат парящие птички. «Ich ist wohl, und ist besser». Ему хорошо, нам лучше. Но это, по-видимому, ирония. Ведь на очередном повороте процессию встречает уже совсем иной ансамбль, глумливый и разнузданный. Обычно в симфониях хоронили героя, павшего ради человечества, как в 3-й симфонии Бетховена, героической. А кого же хоронит Малер в своей симфонии? Веру в людей? Веру в себя и горечь своего детства? А может быть, подобно 2 другим романтикам, Гейне и Шуману, он хоронит и свои песни? Одну из них, «Голубые глазки», в среднем разделе марша, где он уже говорит всерьез. Впрочем, в будущем траурный марш еще не раз войдет в симфонии Малера. 2-ю, 5-ю и уже безо всякой иронии. Да. Мы, конечно, это изучали все в консерватории. В одном из писем Малер писал, что с 3-й частью дело обстоит так, что он действительно получил толчок к ее созданию извне, от известной детской картинки «Похороны охотника». Малер определил настроение этой части как жуткое, ироничное, гнетущее уныние траурного марша. Траур зверей по их тирану. И как страшно, что траур по тиранам повторяется снова и снова, а звери так ничему и не научились. Или боялись научиться. Боялись даже собственной памяти о тиране и играли роль опечаленных и осиротевших. Сцена 4. Дирижер: что здесь происходило? Они что, репетировали? С кем? С концертмейстером? Семен Григорьевич: партитуры валяются на полу, ничего святого. Я вот помню мой первый оркестр. Если случайно падали ноты, нужно было срочно сесть задницей на листки и только после этого собрать их. Наш первый виолончелист мог не застегнуть ширинку, не расчесать свои кудри а-ля утренний Бетховен, но выходил на сцену как русский царь со скипетром и державой. В одной руке бесценная мастеровая виолончель, а с другой намертво зажатая партия. И заметьте, никогда не оставлял ноты на пюпитре. Когда над ним шутили коллеги, он всегда отвечал: в нотах весь рецепт музыки. Никому не доверяю их. А однажды он чуть не сорвал выход оркестра на сцену, представляете? Вот как обычно, из левой кулисы выходят величественные скрипки во главе с концертмейстером. Ну, а из правой вот наш нечесанный виолончелист. В зале аплодисменты выходящему оркестру. И вдруг во время выхода у виолончелиста из рук выпадают ноты. Немедленно, ни секунды он падает на жопу, держа виолончель перед собой, как будто вокруг его лужи, и он боится инструмент замочить. Дирижер хохочет. Да. Как в фильме Гайдая, когда Воробьянинов вытаскивает из-под Бендера стул, Бендер падает навзничь, но в руке у него целехонькая рюмка, наполненная драгоценной водкой. Да. Толпа оркестрантов сзади остановилась, не вмешиваясь и наблюдая за обрядом спасения нотного материала. Но тут
произошла заминка. Тяжела оказалась жопа виолончелиста. Он никак не мог достать последнюю страницу из-под себя. И, глядя на несчастного виолончелиста, левая сторона оркестра остановилась в оцепенении. В зале начали шептаться, увидев неординарное событие. Даже крики раздались: «Ну, помогите ему! Ну, надо же идти, иди, ты же советский человек, чего ты лежишь? И вроде не бухой, а какой смешной! Кстати, в зале есть врач?» «Есть, коллега». «Коллега, что у нас здесь происходит?» Хохот в зале и так далее. И каким-то чудом виолончелист достал последний листок из-под жопы и, взяв смычок в зубы, плюхнулся на стул, а одной рукой, не ставя виолончель на пол, положил ноты на пюпитр. Играл он в этот день удивительно хорошо и даже не получил нагоняй от дирижера. Да, вот что рецепт музыки делает. Да. Это вот не то, что наши циники. Да ладно, Семен. Они в себя не верят. А значит, и в меня не верят. И в произведения, которые мы репетируем, не верят. Играют формально, спешат по делам, копаются в телефонах на репетиции. Вроде все звучит, а вот души нет. Я им всегда говорю: вы звезды, звезды, а звезды состоят из химических элементов. И наше участие в музыке тоже сродни химии. Отличие лишь в том, что из одних и тех же компонентов день ото дня варится разная каша. И неизвестно, сыграет ли оркестр сегодня то, что еще вчера было очевидным и лучшим. Актуальность сегодняшнему дню через призму былого. Вот что они упускают. Семен Григорьевич: да, маэстро, да. Да, они даже об этом и не задумываются. Мы именно поэтому и репетируем часами, чтобы убедиться, что наша музыкальная химия работает. Вот как им объяснить, что звезды гаснут тогда, когда появляется безразличие? Это очень важно. Это очень важно понять и запомнить. Каждый из наших музыкантов – звезда со своим уникальным талантом. А десятки талантливых звезд еще не гарантия, что звучать они будут так же талантливо, как им кажется, когда они себя слушают. Да, маэстро, да. Мы тянем с вами эту телегу и варим кашу из сырых нот уже много лет. И каждый раз, когда вы разучиваете новые произведения, я вот наблюдаю за процессом, слышу, как вы вдыхаете душу в плоские и желтые нотные листки. Помните, как много лет назад мы разругались на вечеринке у вас дома? Я едва сдержался, чтобы вам прилюдно не нагрубить, и скрылся у вас в кабинете. За мной еще жена побежала. Мы через какое-то время потом вернулись. Я успокоился и больше никогда с вами не ссорился и ничего не доказывал. Помните? Ну да, припоминаю. И очень сожалею, что так вышло. Поймите меня, Семен, я ничего с собой поделать не могу, когда есть недопонимание. Ведь прежде чем сказать что-то, я 1000 раз проверяю и перепроверяю свои домыслы. Возможно, это приводит к забытию реальности, и только время способно объяснить мне, в чем я был неточен или вовсе был неправ. Лишь образованность не позволяет мне рубить с плеча. Простите меня за это. Интересно вспомнить, а что именно произошло у меня в кабинете? У вас на столе, на полу, на тумбочках, в общем, вот везде лежала партитура, которую вы репетировали с оркестром. Все листы были густо исписаны вашими замечаниями, помарками, именами, ассоциациями, ссылками на исторические события, какими-то непонятными для меня крючками и даже словами на латыни или итальянском. Все 8 лет моей музыкальной школы вот мгновенно собрались в один кулак и прибольно стукнули меня под дых. Сема,
«Сема!» — закричала моя жена. «Ты посмотри сюда, это же все у него в голове! В голове, понимаешь? И ты смеешь с ним спорить, он же весь из металла!» И я тогда мгновенно успокоился. Из металла. Он, как вы знаете, ржавеет, устает, гнется и даже ломается. Если только это не титан. Именно, маэстро. Что мы делаем с титаном? Вы объявили отпуск. Поймут ли музыканты, к какому именно исполнению вы стремитесь? И как воспримут они похороны охотника? И соберутся ли они на эти похороны? Ай, не уверен. Меня в школе называли горевестником. Я отнюдь не гордо реял, как Горьковский, но зато всегда предчувствовал грядущую лажу. Меня, кстати, музыканты пытали, как я отношусь к клезмерскому похоронному маршу в похоронах охотника. Видимо, они считают, что я эксперт в клезмерской музыке, хотя это далеко не так. Ну и что вы им сказали? Клезмерская музыка – это традиционная музыка евреев Ашкенази, а корни ее в средневековой традиции. Без клезмер-капеллы невозможно было представить себе еврейскую свадьбу. Как говорила моя мама, похороны без слез, как свадьба без клезмеров. Так что нужна здесь ирония и сарказм в исполнении. Потому что если играть этот марш академически, то это значило бы лишить музыку необходимой энергии. А если старательно шмальцевать марш по-клезмерски, то это сведет на нет ироничность и сарказм, на которую вот как раз рассчитывал автор, когда писал эту очень странную часть симфонии. И что же вы им, Семен, посоветовали? Я им сказал, что играть эту часть нужно, как это делают лабухи в ресторане. Понимаете? Вот цинично, разухабисто, не совсем трезво и не совсем точно, но с душой. Да, вы уж простите, маэстро, не мог удержаться от музыкальной фени. Да и не страшно, Семен Григорьевич. Я еще и не такое слышал, и полностью согласен с вашим замечанием. Клезмерская музыка без присущей в ней иронии теряет свою душу. Выдержать ее более 5 минут в неумелом исполнении невозможно, как, кстати, и, знаете, вот плохо исполняемый блюз. А к предубеждениям задним числом я отношусь спокойнее вас, хотя призрак черного лебедя часто посещает меня, особенно в последнее время. Моя мама, когда я делился с ней своими предчувствиями, называла это состояние «умной на лестнице». Как это? Это когда ты все обсудил, поспорил, доказал, хлопнул дверью и ушел, а на лестнице вдруг вспомнил самое важное и убедительное слово, а возвращаться-то уже нельзя. Вот момент потерян. Да, именно. Когда темп и логика спора нарушены, очень трудно восстановить нормальный ритм, как и в музыке. А преданность – это дело такое, Семен. Когда вместе работаешь почти 25 лет, как мы с тобой, возникает такая лже-влюбленность, которая рано или поздно хватает тебя за задницу, прикрывающие ноты на полу и прорехи в финансах. Такой идеальный вроде дуэт может разрушиться из-за чепухи, малейшего диссонанса, ревности, недоверия, не говоря уже о каких-то серьезных причинах. Человек с камерой. Еле успел за загадочным молодым человеком. Он помчался на своей дорогущей машине в центр, где уличные музыканты играют блюз. Так, наш молодой человек подходит к музыкантам, берет гитару у солиста, становится к микрофону, задает ритм и начинает петь.
Барабанщик говорит: а неплохо чувак поет. Из наших, что ли? Бас-гитарист отвечает: да от него консерватории, как от тебя пивом за версту несет. Баловство это для него. Не штыревой он, хотя и наливал от души. Сцена 5. Человек с камерой. Приснился мне Семен Григорьевич, сидящий на старом кожаном диване, как на коне. Сидит он растрепанный, в расстегнутой концертной сорочке и пижамных брюках. «Сема, не играй с русскими мальчиками в футбол во дворе, у них железные ноги. Учи каприз Паганини на скрипке, она потом тебя кормить будет. Зачем ваш Сема играет на скрипке, он что, ойстрах? Он учится в затрушенном городском заведении у безграмотного учителя, а не в школе имени Соломона Столярского. Лучше бы он в футбол играл, больше бы толку было. Да вы не знаете нашего Семку, он способный. Он будет сидеть в черном костюмчике на стуле со скрипкой слева от дирижера. Да. Но сначала он Паганини научится играть, а уж потом в оркестр пойдет». «Да знаю я нашего Сему, он же лентяй. Он ноты не учит и все на слух играет. Я же слышу. Я сама-то без музыкального образования. Жопой надо брать, Сема, жопой. А у него в ней иголки. Лучше пусть на гитаре играет. Бац по струнам. И миллион». Сема не играет с русскими мальчиками во дворе. У них же железные ноги. Не играй, Сема, не играй. Ах ты, железные ноги. Сема, ой, дурачок. На сцену раз выскочил и на заработанной машине уехал. А то он такой же скрипач, как я, миллионерша. Ну вы мне будете говорить. И вообще зачем ему Паганини? Пусть гамма играет. Один мой знакомый говорил, мои сверстники в коридорах Баха учили, а я гаммы да арпеджио шпарил. Теперь не только Баха и умеют играть, а я все. Сема не играет с русскими мальчиками. Семен Григорьевич, надо бежать. Надо бежать прочь из душного двора. Бежать, но и на улице ведь не лучше. Сема маленький, Сема несуразный, у Семы скрипочка, у Семы мама некультурная. Научился Сема на гитаре играть и бегом на радио. И тут бац, оплеуха. Пошел вон, Семен. Так вот же песня моя. Я сочинил. Запишите ее на пластинку. А ты кто, композитор? Бац, еще оплеуха. Пошел вон, Семен, ты зачем по-английски поешь? Пой о стройках комсомольских. Да что ты там поешь? О любви? Это же не твое амплуа. Вот лейся, вейся, приклейся, песня про любовь поет и деньги гребет. И им это позволено. А мне-то где петь? В Израиль вали, Сема. Вот туда, там и пой. Да не хочу я в Израиль. Я хочу здесь, на стуле, слева от дирижера, со скрипкой сидеть. Поздно, Сема, поздно. Все, занят уже твой стул. Социальный лифт, слыхал о таком? Иди, вон, влейся, вейся, приклейся, песня. Администратором там и работай. Инструменты таскай, билеты продавай. Вот там твое место. А чё, может, это в ништяк поездки, гостиницы, девчонки преданные, Сема? Учила меня мама, не верь судьбе. Ох, учила меня мама, не верь судьбе. И научила меня мама не верить судьбе, а верить себе.
и только себе. Ох, учила меня мама, что не бывает все ништяк. Учила меня мама и слезы лила, и научила меня мама, что и пустяк бывает ништяк. И ни совета, ни учения, ни грязи житейской я больше не принимаю. Гражданин начальник, а за что тюрьма? Я больше... Мне за что прокурор диез нарисовал? Ты, Сеня, левые концерты давал? Ты, Сеня, музыкантам большие деньги платил? Ты, Сеня, на большие деньги жил? Тебе, Сеня, большой босс верить перестал. Да это же все знали, кто за копейки бы на стадионе пахал, а кто за стадионы платил, кто инструменты дорогие покупал, кто большого босса ублажал. Все знали, Сёма, все воровали. А сидеть, Сеня, тебе. Мамочка, как же так? Как же так? Это же совсем это совсем уже не ништяк. Потерял! Блатную жизнь ты любил, Сеня, а воровать боялся. И вот, Сеня, ты в лагере с урками оказался. В тюрьме на гитаре я про жизнь и любовь играл, про воров и ментов исполнял. И как Битлз и Роллинг Стоунс подвывал. А вышел, пропал. Ох, пропал. Ох, пропал. Маэстро, маэстро, спасите, поверьте, работу дайте, я все умею. Я музыку люблю, я боссом деньги тащил, вину на себя валил. А они предали меня, подставили меня, в тюрьму спровадили. А маэстро поверил и обнял, и Сёма на работу принял. Семен открывает глаза. Опять придавило. Как все понятно во сне. А потом все так скручивается в трубку из папиросной бумаги и вдруг исчезает. А что было главным во сне? Я вспомнил. Поверьте. Маэстро, поверьте мне. Я все понял. Я знаю, что нужно делать. Сцена 6. Человек с камерой. Скерца. Энергично и живо, но не слишком быстро. Человек с камерой. Уф. Еле успел проснуться и сразу в кабинет Семена Григорьевича, чтобы не пропустить его беседу с музыкантами. Семен Григорьевич. Но обязательно эти засранцы должны опаздывать на 20 минут. Ох. У всех же важные дела. Важные у всех дела. И только я, на их взгляд, могу делать 8 дел одновременно и ждать. Толя Маслов. Семен Григорьевич, вы прям как Кай Юлий Цезарь. О чем ты, Толя? О чем ты? Алло, да, скрипач оркестра. Ой, Семен Григорьевич, а я вас слышу. Семен Григорьевич, алло. А, вы в общежитии. Ну вот и чудесно. Я хочу объявить перерыв в репетициях. Маэстро надо от вас отдохнуть, и у него очень важная рабочая поездка. Толя Маслов. Да, какой ловкий ход. Семен Григорьевич.
Разыгрывайтесь с концертмейстерами, занимайтесь делом и репетируйте. Репетируйте. И передайте, пожалуйста, не бухать, никаких левых концертов и всем сидеть в общежитии. Все ясно? Скрипач. А откуда вы знаете, что случилось, Семен Григорьевич? А что случилось? Помогите, Семен Григорьевич. Мне надо поговорить с дирижером. Я должен ему все объяснить. И, пожалуйста, не верьте слухам. Семен Григорьевич. Толя, ты знаешь, о чем он говорит? Толя Маслов. Я вообще могила. Скрипач. Это была не моя, это была Олина затея. Она, видите ли, не могла сидеть сложа руки в отпуске. И ей необходимо постоянно петь и тренировать диафрагму. Поэтому Оля договорилась выступить всего 2 раза в Австрии с небольшим местным оркестром. Семен Григорьевич. Ну и хорошо. Ваша жена певица какая-никакая. Все же лучше попеть ей какие-то опереточные арии, чем дома сидеть, правда? Ну, а вы здесь при чем? Скрипач. В том-то и дело. У этого оркестра в программе был небольшой скрипичный концертик. Ну, им понадобился солист. И вы, разумеется, немедленно согласились на эту халтуру, зная, как наш маэстро относится к шалостям подобного рода. Толя Маслов. Вот сейчас Семен Григорьевич его и раздавит. Скрипач. Семен Григорьевич, можно подумать, что вы можете поспорить с вашей женой и выйти из этого спора победителем. Вот как вы думаете, Семен Григорьевич? Ну да. Поспорить-то, конечно, могу. А вот победителем выйти, ну, не знаю. Вот и я вначале дал ей качум, а потом капитулировал. Семен Григорьевич. Толя, что он ей дал? Толя Маслов. Полный качум. Тацет. Скрипач. Мы взяли билеты, упаковали вещи и полетели в Вену. Естественно, чемодан с концертными костюмами у нас потерялся. Хорошо еще, что я скрипку не отдал этим зверям в аэропорту на таможне. И вместо того, чтобы в единственный свободный день погулять по Вене, я часами сидел на телефоне в душной комнате и разбирался с багажом. Хорошо еще, что местный администратор оказался душкой и помогал мне. Я от стресса даже отказался пойти с Олей в венский ресторан «Плахута», где подают мое любимое мясо с пивом. Семен Григорьевич. Ну, мои искренние соболезнования. Ну, дальше-то что? Дальше-то что было? Ну, чемодан с вещами привезли прямо в театр за 20 минут до начала. Ну, так и чудесно. Трагедия в чем? Вы знаете, что у Оли есть любимый кот Вагнер. Он очень большой и очень ревнивый. И он, к тому же, не терпит, когда его оставляют дома одного. Ну, допустим. Так вот, пока мы собирались в поездку, кошак от злости, что мы уезжаем, нассал в чемодан с Олиным концертным платьем и моим фраком. И когда мы открыли чемодан, у меня из глаз просто брызнули слезы. Времени не оставалось, мы даже не могли погладить вещи. Не то чтобы сдать их там в химчистку или купить новые. Пришлось надеть обоссанные и помятые вещи и выходить на сцену. Мы даже с горя как-то принюхались, что ли. Нам стало казаться, что все не так ужасно. Мой выход был первым. Я бодро выскочил на сцену и поклонился зрителям. Дирижер поклонился в мою сторону, громко втянул ноздрями воздух, и его глаза налились кровью, и он вдруг громко чихнул. Я начал играть. Дирижер правой рукой управлял оркестром, а левой энергично указывал мне, что я должен отодвинуться от него. Я аккуратно двинулся вместе со стулом на полметра от дирижера. Продолжая играть, я заметил, что и музыканты потихоньку отодвигаются от меня. Пожилые дамы в первом ряду начали часто моргать и обмахиваться программками, которые служили в эти острые моменты концерта веерами. Культурная столица как-никак. Кресла заскрипели, из суфлерской будки показалась голова человека и мгновенно исчезла. Осветители покинули свои посты и истерически хохотали в глубине ложи. Наконец-то я закончил играть. Дирижер глубоко вздохнул и, не глядя на меня, указал мне на место в ряду скрипок. Я обернулся. Все музыканты сидели в глубине сцены.
За дирижером стоял одинокий пустой стул. Все остальные скрипки отодвинулись кто куда. Я было попробовал сдвинуть стул поближе к остальным, но на меня даже угрожающе зацокали. Вот это по-нашему. Но это еще не все. Когда дирижер облегченно вздохнул, на сцену выплыла Ольга в обоссанном платье, мило улыбнулась и встала рядом с дирижером. Вот здесь и началось светопреставление. Так а я-то что могу сделать? Понимаете? Этот ужас засняли на видео и выложили с комментариями в интернет. Я боюсь, что когда об этом узнает маэстро, он не очень обрадуется. Правильно думаете. Нам только обоссанных фраков, халтур и сорванных концертов здесь не хватало. Помогите, Семен Григорьевич. У вас и у маэстро такие связи, такой авторитет. Договоритесь, чтобы это видео убрали. Но пригрозите им судом, в конце концов. Вот вы когда-нибудь слышали об эффекте Барбары Стрейзанд? Нет, не слышал. Угу. Вот и я так думаю. Видите ли, цензура и попытка изъять определенную информацию из публичного доступа приводит лишь к ее более широкому распространению. Угу. Когда-то Стрейзанд обратилась в суд с требованием взыскать с фотографа $50 миллионов за фотографию ее дома и изъять фото из интернета. Но поскольку фотограф опубликовал эту фотографию наряду с фотографиями тысяч домов на побережье Калифорнии, где находился дом Стрейзанд, суд отклонил ее требования. Более того, суд постановил, чтобы Стрейзанд уплатила фотографу $150 тысяч судебных издержек. Так, а фото? После выхода суда и громкого скандала это фото на веб-сайте фотографа за короткое время посмотрели миллионы человек, и он на этом еще заработал кучу денег. Так что если вы и Оля не хотите стать кошачьим посмешищем, забудьте о своей гениальной идее судить и запрещать. И запомните, то, что напечатано в пятницу, люди, как правило, забывают к понедельнику. Если, конечно, их интерес не подогревается судами и запретами. Ну, а нагоняет маэстро и шутки от музыкантов по этому поводу я вам гарантирую. Ну, Толя, вот как тебе все это? Толя Маслов. Изящно, изящно. У нас в оркестре, в консерватории был габаист, который бухал по-черному, хроник. Так вот, когда он выходил на сцену, на его амбре собирался весь гнус, который водился в зале. И мы с легкостью определяли, что он употреблял, когда и сколько. Если летали комары, значит, пил вино. Если мошки, значит, пиво. Да. Неисповедимы пути. Сцена 7. Алло. Маэстро, добрый день. Вы знаете, учредитель срочно позвал меня на обед в свой любимый пафосный ресторан. Причем таким вежливо давящим тоном, не терпящим и намека на отказ. Да? Семен Григорьевич, ну а зачем отказывать начальнику? Судя по тому, что меня не пригласили, разговор будет не только о музыке. Вы не волнуйтесь и будьте собой. У вас это иногда хорошо получается. Учредитель. Добрый день, Семен Григорьевич. Здравствуйте. У нас вот несколько минут до прихода моего гостя. Какие новости? Как проходит у вас репетиции «Титана»?
Все новости, знаете ли, исключительно местного масштаба. Репетируем. Со скрипом, конечно, но продвигаемся. Надеюсь, к сроку будем готовы. Ну, почему же тогда со скрипом? Ну, вы же знаете характер маэстро. Он же металлоискатель у нас, он титан. Добивается правильных эмоций в его интерпретации в первой Малеровской симфонии. В частности, вот третьей части «Похороны охотника». Здесь нужна ведь и сила, и выразительность, и ирония. А пока у нас только одни звуки на фоне усталости. Но вы же в курсе, мы дали отпуск музыкантам перед финальными репетициями. Но маэстро на ежедневной связи с концертмейстерами. У вас разве есть повод для беспокойства? Да ну что вы. Да нет, не то чтобы беспокойство, но такой, знаете ли, определенный дискомфорт есть. Маэстро, как вы знаете, не терпит вмешательства в репертуарную политику оркестра, а премьера «Титана» объявлена, но зрительского ажиотажа я пока не наблюдаю. Билеты плохо продаются, бюджет на этот год уже освоен. Я с нашим «Титаном» говорил на эту тему, но у него один ответ. Построен дворец, и люди придут. А если не придут? А если им вот неинтересно погрузить себя в атмосферу похорон охотника? И не поймите меня буквально, но нам всем и так не очень весело. Ну да, я понимаю. Маэстро мое мнение уважает, но я никогда не обсуждаю творческую сторону работы оркестра без него. У меня хватает проблем со всем остальным, знаете ли. Но я не ожидал от вас другого ответа. Как у маэстро в семье? Все ли хорошо, все ли гармонично? Так сказать, на семейном фронте. Ну вот вы сейчас меня действительно расстроили. Вам что-то наговорили на супругу, маэстро? Да ну что вы, Семен Григорьевич, ну что вы, я же не сплетник. И сплетни не поощряю вообще. Просто маэстро довольно часто видят в обществе известной вам солистки столичной оперы. Он даже пригласил ее на ужин, где был и я со своей супругой. Я далек от ханжества, но в обществе, где практически нет тайн, и все друг друга знают, это вызывает пересуды. А теперь вот представьте, вдруг театр, где поют это прима, переманит нашего маэстро. А что будет с оркестром? Вот как мы выкрутимся из ситуации, когда у нас один дирижер, и он прочный, негнущийся титан. Ну, то есть вы интеллигентно мне объясняете, что, как говорила моя мама, я не должен держать все свои яйца в одной корзине. Так? Именно так, Семен Григорьевич. Ваша хохма с яйцами работает всегда. Поэтому я и пригласил познакомиться с вами молодого, талантливого и очень перспективного дирижера, который только что закончил аспирантуру в Штатах. Ну, молодая поросль, так скажем. Вот, мне кажется, кто нам нужен для творческого и материального процветания. Он полон новых идей, ему не терпится познакомиться со всеми. Это, наверное, один из тех вундеркиндов, дирижирующих в кедах и джинсовой куртке, так, да? Сейчас ведь это приветствуется. Ну, Семен Григорьевич, причем здесь кеды? У него совсем другой взгляд на жизнь и на музыку. Никто, не дай бог, не отказывается от маэстро. Пусть новенький попробует себя в роли дирижера-стажера. И от этого ведь только все выигрывают. И маэстро в том числе. Я не позвал его сегодня только лишь потому, что мне нужна ваша поддержка. Мы вдвоем убедим маэстро, и моя идея ему понравится.
А вот и наш гость. Ну, судя по всему, это и есть тот молодой хлыщ, который без моего ведома появился на репетиции. Да, точно он, конечно. Футболка Led Zeppelin, джинсы, голые щиколотки. Молодой дирижер. Hello, I'm a conductor. Кондуктор? А зачем нам в оркестре кондуктор? Мы же не метро какое и не троллейбус. Да я шучу. Присаживайтесь, пожалуйста. Я Семен Григорьевич, человек, который всегда виноват, но, должен признаться, дистопия не мой конек. Словом, я администратор оркестра. Кстати, моя фамилия Махлер. Правда, вы однофамилец великого композитора? Ну, в какой-то степени. Между прочим, это заслуженный работник культуры. Музыканты нежно называют это звание засраку. Надеюсь, что не испорчу вам этим обед. Помните байку про Качалова, пригласившего на воскресную трапезу актрису из театра сатиры? Когда она пришла, то сонный из похмелья дворник сказал, что барин не принимает, и когда же дама заверещала, что она из сатиры, то дворник, прикрывая дверь, шепотом сказал: «Барышня, постыдитесь, ведите себя прилично. Мы с барином по воскресеньям в баню и сатиру не ходим». Но поскольку маэстро у нас уже есть, то я вас буду называть просто дирижером. Идет? И господин учредитель сказал, что у вас много новых идей. Да, конечно. Конечно, по текущему репертуару особенно. Я предлагаю переосмыслить исполнение «Титана». Ну, сколько можно эксплуатировать один и тот же репертуар? Зачем молодежи похороны охотника, открывающиеся легкомысленной мелодией «Артишоки, артишоки, и миндаль, и миндаль». И, кстати, зачем звери пришли на похороны охотника? Он же их мучитель. Они радоваться должны. Можно, конечно, все разучить и исполнить по канонам, но как привлечь публику на концерт? Те, кто любит Малера, и так придут, но этих людей становится ведь все меньше и меньше. А как привлечь молодежь, Семен Григорьевич? Ну, по поводу зверей на похоронах мучителя можно поспорить. А что, если это ведь сарказм автора? А что, если они боялись не прийти, думая, что охотник все еще жив и отомстит им? А что, если это завышает самооценку зверей? Вот, мол, какие мы бравые. А что, если они вовсе и не скорбят, а в глубине души радуются и пританцовывают, глядя на этого неподвижного охотника? Я могу продолжать? У меня еще много хороших идей, как у того раввина из анекдота, дававшего советы, как спасти кур от чумки до тех пор, пока они все не вымерли. Впрочем, я заговорился. Где я, а где музыка? Как говорила моя мама, где имение, а где вода? С водой в Одессе бывали проблемы, но никогда не было проблем понять скрытый смысл. И все же, как, по-вашему, привлечь молодежь новой энергией, ритмом, аранжировкой? Скуку в музыке лечит новый ритм, к которому стремится вся молодежь. Ну да, думаю, что не открою для вас Америку, если скажу, что с древнейших времен большинство людей и воспринимают музыку только как ритм, изображая при этом подобие танца. Стесняюсь спросить, но все-таки мелодия и глубина произведения имеет еще какое-то значение? Подождите, но вы напрасно уходите от темы. Классическое произведение – это еще не залог глубины и мудрости. Сотни произведений за многие годы ведь забыты. Они и при жизни авторов были не очень популярны. Ну, например, возьмите комическую оперу Карла Вебера в доработке и постановке Малера. Ее же публика не приняла, а Чайковский вовсе назвал ее идиотской. Да. Но если мне не изменяет память, то и о Пятой симфонии Чайковского, и о нем самом говорили, что он великий нудник, пишущий музыку о собственных болячках и одержимый идеей собственной гениальности. Так ведь? Стоит ли к этому сейчас прислушиваться? Не стоит.
Но к нам дошли очень немногие классические произведения, которые до сих пор ведь исполняются. Но и они уйдут вместе с любителями архаичной формы и традиционного исполнения. Вот сколько, например, осталось любителей традиционного классического джаза в Штатах? Очень немного. А сколько сегодня известных вечно зеленых тем джаза? 20, 30, 50? А в расцвет жанра их были тысячи. Но и они бы не дожили до наших дней, если бы музыканты, которым стало вдруг скучно играть свинг, не придумали бы бибоп, джаз-рок, фьюжн, хип-хоп, джаз-фанк, эйсид-джаз и так далее. Но кто из поколения 70-х и 80-х знал бы о Мусоргском, если бы не Эмерсон, Лейк и Палмер? Слушала бы молодежь оркестр, если бы не оркестровые элементы в All You Need Is Love у Beatles, или в опере Jesus Christ Superstar, или в The Wall Pink Floyd. Я уверен, что аранжировка и сложная музыкальная форма, которая была у Pink Floyd, King Crimson, и чуть позже выступления, например, British Rock Symphony и Metallica with Orchestra, во многом спасли для молодого поколения и популяризировали классическую музыку. Но не случайно же появились выступления, такие как «Три тенора» или «Паваротти и друзья». Все они исполняли популярную классику или аранжированную под собственный вкус и ритм. Но как исполнить Малера, чтобы молодежь поняла, о чем это произведение? Семен Григорьевич, можно попробовать для начала воспитать у молодежи вкус, а не сразу тащить ее в хип-хоп. Но дело не только во вкусе, но и в степени адаптации к современному времени и к ритму жизни. Вот сколько ваших знакомых возьмутся читать многотомные произведения классиков? У меня практически не осталось, например, знакомых, читающих книгу в 500 страниц. Их нет. Сейчас ведь все интерактивное, быстрое и во многом адаптированное под современный ритм. Мое первое знакомство с оперой было в 1 классе. Нас построили и привели слушать князя Игоря в провинциальном театре. А там пролог, там 4 действия, там 3 перерыва. В общем, почти 4 часа удовольствия с песнопением, балетом и плясками. И с очень сложной для детей музыкой. Много людей на сцене, суета. При неправильном освещении от малейших прыжков со сцены валили клубы пыли. Ярославна весело, килограмм так под 120 пела, таким басом. Все это вызывало у нас дикий хохот, правда. Учителя были готовы нас разорвать на мелкие кусочки. До конца оперы я еле досидел. И это посещение выработало у моих одноклассников сильнейший иммунитет к классическому искусству. И причем иммунитет на долгие годы. Я же не говорю о вульгарной популяризации классики. Мой метод – это максимальное приближение исполнения классических произведений к ритму и интересам сегодняшнего дня. Но мы, конечно же, не должны потакать вкусам публики. Наша задача – воспитать новую публику с новым стилем на основе всего классического, всего нетленного. И я не только о молодежи говорю. Моя цель – это когда, например, ваша мама не пошла бы по своему желанию на концерт симфонической музыки, но если бы вы ее пригласили, то она, послушав наш оркестр, получила бы удовольствие и пришла бы еще раз. Кстати, какую музыку ваша мама любит? Моя мама любит рыбу-фиш и уважает хорошую музыку. В этой категории и оперы, и песни, и эстрады без какой-то там видимой классификации. Она сама чувствует, что есть хорошая музыка, а что есть лишь заигрывание с нотами. Мне кажется, такой внутренний вкус есть у всех. Ведь понимали же цензоры во все времена, какую именно музыку им запрещать. Что заставляет думать, а что только лишь развлекает. Молодой человек, я ведь и сам фанат Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, но помимо их музыки есть масса приятных для уха произведений. И мои музыканты за время нашей многолетней работы менялись, и во вкусах менялись, и в поведении. Я часто наблюдаю, как молодые бунтари со свежим дипломом консерватории начинают в кедах и джинсах борьбу за популярную, так скажем, музыку. А потом чудесно уживаются, исполняя классику во фраках.
Я не понаслышке знаю австрийскую культуру. Все мои предки оттуда, многие там и погибли. В детстве мы плачем от жестокости родителей, но когда мы вырастаем, то мы также рьяно требуем от них исполнения важных для нас условностей. И плачем потом только по ночам, жалея себя в детстве, когда были маленькие, когда были бессильными. Ну, то есть вы хотите сказать, что с годами они привыкнут к фраку? Несомненно. Как любил повторять мой однофамилец Малер, нельзя ожидать от каштана, что он будет приносить апельсины, молодой человек. А верят ли они в ваши фраки? Или они приспосабливаются, как звери на похоронах охотника, чтобы не раздувать конфликт и не потерять хорошую работу? Никто ведь не слушает одну группу или одного композитора, или одно направление в музыке. Это ведь быстро надоедает. За исключением 3 или 4 композиторов, которых готовы слушать всегда. Люди стремятся к новому. Поймите, на репертуаре из 10 музыкальных произведений долго не протянешь. Скукота. Наши музыканты верят своим глазам и верят своим чувствам, молодой человек. Когда маэстро или любой приглашенный дирижер поднимается на подиум, они четко знают, кто перед ним стоит и как именно они будут звучать. Собственно, как и дирижер, способный подчинить себе оркестр. Он ведь знает, чего хочет добиться. И как будет звучать оркестр еще до взмаха волшебной палочки, когда вдруг чудом и как бы из ниоткуда появляется звук. Коллеги, спокойно, спокойно. Мне, к сожалению, надо бежать. Семен Григорьевич, переговорите с маэстро и дайте ему знать, что я пригласил в оркестр дирижера-стажера. Я надеюсь, что у него не возникнет вопросов. Вы сами понимаете. А в любом случае я ему позвоню. Но и вы, Семен Григорьевич, постарайтесь корректно убедить его в моем решении. Поскольку оркестр сейчас в отпуске, я надеюсь, и маэстро сейчас отдохнет. И вот во время его отпуска, пожалуйста, и познакомьте музыкантов с новым дирижером-стажером, который продолжит репетиции похорон охотника в новой интерпретации. А по возвращении маэстро мы проведем генеральную репетицию и вместе решим судьбу Титана. Надеюсь, что моя позиция предельно ясна. До встречи. Сцена 8. Тромбон, труба, контрабас. Тромбон. Вы вообще понимаете, что происходит? Титан нами недоволен, Сёма нами недоволен. Заперли нас в общаге. Я понимаю, что зрителям нужен кто-то, управляющий всем процессом и размахивающим на нас руками. Так принято, так эффектно. Но что дирижер нам дает? И почему, например, в рок- и джаз-бандах, играющих сложнейшую музыку, роль лидера и дирижера исполняет бас-гитара, а у нас бог ритма сидит на кухне в общаге и варит борщ? Контрабас. Ой, не говори, заколебала общага, скукотища, не могу больше. Не поиграешь в удовольствие и не выпьешь как следует. Только подумаешь, а Семен уже тут как тут со своей дисциплиной. Надо мной даже папаша, царство ему небесное, так не издевался. Тромбон. А он тоже контрабасистом был? Еще каким. Все его знали. Папаша Леопольд был концертмейстером и заслуженным артистом. Контрабасистом он был, ребята, от Бога. В опере играл в столичной, и меня тоже обучил ремеслу. Скрипку папаша не уважал, а мою фирменную электрогитару случайно взял да пропил. Так что пришлось подарить мне контрабас, на котором я блюзы и играл. Моя мама работала в ресторане и ходила на пассажирских судах за границу.
Ну, а мы с папашей Леопольдом после ее отплыва музыку лобали. Пили хороший виски и продавали то махеровые нитки вязальщицам, то джинсы модникам, то очки солнцезащитные. Тромбон. Точно так и было. Мальвины уходили, как пирожки с ликером. В общем, все, что мама из-за границы привозила, все разлеталось, да. В то время, когда за зеленые сажали в тюрьму, мы на них законно отоваривались в валютных магазинах. Вот это романтика была настоящая. У нас для души с папашей была мечта всех меломанов. Центр музыкальный, Panasonic. Угу. Такой замечательный аналоговый центр. Не ширпотреб какой-нибудь китайский, как сейчас делают. Такая этажерка с вертушкой, усилителем, эквалайзером, катушечным магнитофоном, двухкассетником, 4 колонками. Ух, малина, а не вещь. Все делал. Писал, переписывал, перематывал, воспроизводил. Звучал, как бог, 2 скорости. 33-45. Тюнер, который все частоты из станции брал. Да. А это в те годы был зачет, конечно. Антенна встроенная была, да. Ну, вы поняли, одна проблема только была. Запойный был папаша мой. И продал он наш комбайн, деньги пропил и в ступор вошел. Да. Все пробухал и на мамин французский одеколон перешел. И мне тоже предлагал, говорит, давай, пей, у нас дом богатый, культурный. Но тут беда приключилась. Дело в том, что посылал он меня, когда был в запое, на работу вместо себя, когда руками тремоло выдавал. Ну, если на халтуру какую, так я с радостью. Быстро отлобал деньги пополам. Ко мне, уж знаете, так все и привыкли. Я росту немалого, как и папаша мой. Маслы у нас 2-метровые. По паспорту я Жорж Леопольдович. А папаша мой был Леопольд Казимирович. Да. Там сам черт ногу сломит, пока запомнишь. Ну и начали для простоты все меня Леопольдом и называть, как кота. Но когда папаша меня в оперу вместо себя послал, то это уж было, конечно, стрёмно. Дирижер там был не сродни нашему, но садист еще тот. Хотя, слава богу, видел он плохо. Ну и отправил меня папаша царскую невесту как-то пилить. А там 4 действия, 3 часа, 15 минут непрерывного чеса. И нот вот, хоть залейся, в глазах рябит. Пилю я, значит, невесту после бессонной ночи, не реагирую на хрящи струнников и на духовенство с их трубами внимания не обращаю, но слепну потихоньку вот от усталости. А тут уже 4-й акт. Там свадьбу собирают красиво, все так. Видать, режиссер серьезной географией с артистами занимался. Марфа в царских палатах расположилась, и вдруг ей как-то поплохело. Отравили ее. Мне и самому, знаете ли, было плохо после вчерашнего. И поплыл я, в общем, поймал мурашку и давай импровизировать мимо кассы. Вижу, дирижер на меня таращится, конкретно вот так на меня машет, и так он яростно махал руками, что случайно послал нахер глухонемого пожарного за кулисы. Когда дали занавес, то ко мне в яму подбежал директор и шепнул, чтобы я брал контрабас и убирался восвояси, пока меня дирижер в кофр не упаковал. Да, было. Я, недолго думаю, хватаю свой шкаф под мышку и бегом. Уволили меня с позором. Но если реально, то не меня, а Леопольда Казимировича, папашу моего, понимаешь? Ну и как папаша воспринял эту новость? Да мы подрались чуть-чуть, и я из дома ушел. С тех пор вон шатаюсь по общежитиям, да в сухомятку ем. А он чуть звание не потерял, да, и кирять кочумал. Ну, правда, так на короткое время. А мама твоя? А маме это все надоело. И вышла она замуж за старшего механика, с которым на корабле и работала. Когда пароходство развалилось, они вышли на берег и там где-то в Германии жить остались. Грустная история. Я помню,
одно время жил в общежитии цирка. Вот это было дно. Все было увешано плакатами и реквизитом за все 120 лет существования общежития. И я не понимал, когда встречал людей на кухне, персонажи ли они или вообще реальные люди. Там жили целые династии циркачей. Никто уже не знал, кто они, где выступают и выступают ли вообще. Это были настоящие потерянные колена иудейские, да, правда. Они реально существовали только в стенах этого общежития. Вместе с ними там ютились десятки опилочных детей, которые родились и выросли в семьях цирковых артистов. Никогда сами не были на манеже, но жили и старились именно в этом общежитии. Многие из обитателей общежития потеряли разум десятки лет назад. Там, например, жила древняя старушка по фамилии Дурова. Так вот, она уверяла, что она и есть та самая девица-кавалерист. А у коверных был любимый аттракцион. Когда все напивались до неприличия, то шпрехшталмейстер громогласно объявлял: «А сейчас, дамы и господа, выступает девица-кавалерист, графиня Дурова». И коверные торжественно вывозили старушку в пенсне и в чепчике, сидящую в старинном инвалидном кресле. Она так обводила всех томным взглядом и плаксиво спрашивала: «Ну, когда? Ну, когда же мы поедем в имение?» И на этой фразе ее увозили. Гости и постояльцы были просто в восторге. Вот вы мне поверьте, что общежитие цирка – это ничто по сравнению с оркестром цирка. Я работал в цирке несколько лет. Музыкальный репертуар, как правило, не меняется. Меняются только цирковые номера, на репетицию которых дают 2-3 дня, причем часто с разными дирижерами. Репетировать нет времени и нет сил, поэтому музыканты играют как получится, замещая чувство меры и отсутствие вкуса дешевеньким вибрато. Да, а дирижеры пытаются еще этого не замечать. Они довольны, если удается сводить концы с концами, присобачивая к любому произведению бравурную маршеподобную коду под бесы. И цирковые обязательно тащат за собой старую партитуру, к которой за десятки лет уже привыкли. Соответственно, и ноты у них 40-50-летние, а то и совсем древние. Все листы давно рассыпались, все ноты в рисунках и помарках предыдущих исполнителей. Играешь, бывало, а там написано «посмотри вниз». Гимнастка, блядь. И через пару тактов берейтер спит с женой дирижера. И дальше еще. Иллюзионист играет в 2 смычка. И ничего, что этим записям могло быть 50 и более лет. Все дружно приподнимались и смотрели вниз на манеж. За 10-15 минут музыканты вставали, смотрели по сторонам и крутили головами по многу раз, вот как в «Веселых ребятах» у Утесова. Тем не менее, музыканты, которых цирковые и артистами-то не считали, держались вместе и отстаивали свои права. Могли, например, дать синкопу в аккомпанементе вредному гимнасту, чтобы он соскочил со штейн-тропе на долю секунды раньше так, чтобы его не поймал другой такой же наглый бык. Ну и, естественно, все висели на лонже, и, как пишут в кино, за время наших импровизаций никто не пострадал. Ни люди, ни звери. Кстати, о зверях. У нас был гималайский мишка, который танцевал исключительно под венгерский танец номер 5 Брамса в темпе престиссимо, ударов так на 200. И ноты там были сплошная черная икра. Приходилось раскладывать простыню на 3 пульта. Мишкин номер длился больше 15 минут. Танцевал он и кувыркался на такой скорости, что у нас заплетались пальцы, а с дирижера просто пар валил. Перед номером «Медведя» половина оркестра расстегивала рубахи и брюки, а контрабасист почему-то еще и туфли снимал. Я не знаю почему. Так вот, мы купили в аптеке 3-литровую банку валерьянки и поили Мишку перед выступлением как уличного кота. У Мишки слегка заплетались ноги, и он все-таки делал свои пируэты, хотя и в 2 раза медленнее. Труднее всех теперь приходилось дирижеру, следящему за медведем, чтобы держать какое-то подобие ритма. А у меня, между прочим, в цирке работал буфетчик, который мороженое продавал. Так вот, он давал взятку инженеру, чтобы тот включал отопление на большие обороты, даже летом. И в цирке было так жарко, как в аду, и зрители хватали мороженое, как после тифа.
О, деньги гребли. Не счесть, да. Но делились заработком со всеми. Поэтому все потели, но молчали. Да, наши умеют работать, умеют веселиться. Даже лобая жмура в похоронах охотника. Сцена 9. Дирижер. Еще остались искры, скрытые золой. Ах, как хотелось в собственные чувства, как раньше, быть уверенным порой, освободившись от любовных пут, попасть туда, где песню допоют. Так, надо встретиться с Семеном. Сцена 10. Дирижер. Семен, спасибо тебе за подробный рассказ о встрече с учредителем и с этим молодым дирижером. Ну, я примерно все так себе и представлял. Страх за кассу, девиз «Дорогу молодым талантам». А на самом деле все это непонимание глубины Титана и, конечно, раздражение моим несгибаемым характером. Маэстро, но почему молодой дирижер не обратился непосредственно к вам, если хотел с вами работать? Семен, понимаешь, это своеобразная клановая этика. Дирижеры никогда открыто не ищут работу и стараются не унижать себя просьбами. Они, как правило, принимают приглашение занять этот пост. Они также никогда не увольняются и не прерывают контрактов, а уходят с поста по веской причине или по личным обстоятельствам. Ну да, я понял. Извините меня, ради бога, за любопытство, а история с оперной дивой – это правда? И уж извините за откровенность, это же не подготовка к вашему уходу по семейным обстоятельствам. Элементы правды в этом есть, Семен. Мы с женой столько лет прожили, что напрочь привыкли друг к другу. Судя по тому, что она как-то раз со скандалом выставила эту певицу из дома, она давно все знает. Она не понимает, что я не соглашусь на тихую пенсию и жизнь без музыки, и во всем обвиняет только меня. Она как-то сказала мне, знаешь, я так и не научилась жить с гением. Неужели нельзя остановиться и жить, как все нормальные люди? Ты представляешь, Семен? Жить, как все люди. Тратить деньги, ездить на речку, построить дачу. Для меня эта перспектива смерти подобна. И моя жена не понимает, что дирижирование – это как любовь. Оно требует спонтанности, оно требует чувств, смелости и воображения. А рутина все губит. Губит и искусство, и любовь. Но я не могу предать семью. Я к ней так привязан. В общем, вот так и живу. А вот учредитель меня как-то спросил, а что из классики просто необходимо послушать хоть раз в жизни? Знаете, что я ему ответил, маэстро? Я ему сказал, родителей послушайте. А вот вы объясните мне, маэстро, вот что наши музыканты и учредитель не услышали в вашей концепции исполнения? Семен,
Вот как ты думаешь, почему Малер смог написать такое мощное и вместе с тем сюрреалистическое произведение? Это же расхожий миф, что композиторы пишут произведения, отражающие их сиюминутное состояние. Это все чепуха. В этом произведении таится вся его жизнь на тот момент. Неприятие и боязнь улиц, и вечных ссор между его родителями, поиск звука, клезмерские мотивы, которые он очень хорошо знал с детства и которые были, по сути, для него чужими. «Титан» — это его собственное восприятие мира. Все ведь это мастерски описал Фрейд. В этом произведении вся его жизнь, а я вижу в отражении его жизни и мою жизнь. Мои поиски звука, мои неоднозначные отношения в семье, мое болезненное самолюбие, боязнь, что меня не поймут. Малер расширил рамки доступного, понимаешь? «Титан» — это не только сочетание мастерства, мелодии и аранжировки. Вот как у многих достойных произведений, Малер обыграл и усилил все стандартные музыкальные приемы, известные в то время. «Титан» — это сочетание эмоций, экспрессии, баланса между частями симфонии, иронии и самоиронии, сочетание громких и вкрадчивых частей, смена тональности и необходимого диссонанса. Вы, конечно, знаете, что Малер вначале был известным и очень успешным дирижером и пианистом, а уж потом прославился как композитор. Он заранее знал, как достичь глубины и уникальности звука. Это было самым свежим и современным произведением на то время. А они пытаются мне объяснить, что 2-3 недорогими приемами можно достичь звукового баланса, задуманного Малером. Маэстро, может, нам встретиться с учредителем и объяснить ему вашу точку зрения? Да ни в коем случае. Пусть молодой дирижер поработает с музыкантами, а вдруг сила убеждения молодого таланта положительно воздействует на наш оркестр? Я ведь только буду рад. Но, а если этого не случится? Ну, тогда учредитель поймет, что исполнять сборники популярных мелодий типа «Essential Bach» или «The Best of Чайковский» – это неправильный путь. Это как шутка из старого фильма. Помнишь? Всемирно знаменитый в Польше драматический актер исполняет лучшие куски из «Гамлета». Составлять такие сборники – это самообман. «The Best» быстро приедается, потому что кусок красивой мелодии не несет в себе глубину всего произведения, не доносит целостности картины, задуманного композитором, упрощает и губит произведение. Это как предлагать зрителям анекдот, но рассказать только последнее предложение. Смешно от этого ведь никому не будет. Так, Семен, соберите оркестр и назначайте репетицию «Похорон охотника» с молодым дирижером. Познакомьте его с коллективом, проинструктируйте оркестр, что я решил взять отпуск перед генеральной репетицией и пригласил дирижера-стажера, молодого, способного, который закончит подготовку «Титана» к сдаче. Маэстро, а вы будете присутствовать на репетиции? Исключено. Давайте дадим молодому дарованию творческую свободу, а там посмотрим. А если понадобится, то и поможем ему. Но молодой дирижер хотел бы с вами встретиться и обсудить свой план. Ну что ж, скажите ему, что я уезжаю в горы, в мой любимый пансионат, и приглашаю его после репетиции с оркестром присоединиться ко мне. Это, конечно, не 5-звездочная гостиница, но идеальное место для творческих бесед. У меня, кстати, в номере рояль, у него компьютер, так что, думаю, мы разберемся. Очень важно, свой телефон пусть оставит в машине и в горы за собой его не тащит. Это мое условие. Мы работаем без перерывов на ненужные разговоры и без гаджетов.
молодой дирижер. Маэстро, вы ведь учились у моего деда по маминой линии, маэстро. Вы помните его? Аристократ с длинной немецкой фамилией. Он ведь учил вас уже будучи глубоким стариком. Но вы его любили. Писали о нем, что на его поколении все может закончиться. А я не такой, как вы, маэстро. Я сын экстравагантного миллионера, аристократа с большими деньгами и хорошим воспитанием. Я с детства привык все иметь, все уметь и всего добиваться. Да. Хочешь — играй, хочешь — сочиняй, хочешь — в Штатах учись. И не обязательно для меня быть экстравагантным миллионером. Просто быть экстравагантным меня вполне устраивало. Деньги у меня были, и деньги были большие. А вот что меня не устраивало, папа ведь говорил мне: хочешь VIP-приглашение на концерт, пожалуйста. Хочешь запись в студии в Лондоне или в Майами, пожалуйста. Хочешь в лучшую консерваторию, пожалуйста. Мне это больше не интересно, отвечал я. А зачем тебе должно быть обязательно интересно? Ты и песни пишешь, и оркестром руководил, и кино музыкальное снимал. Может, остановишься? Денег у тебя на 2 жизни хватит. Первый раз встречаю человека, тем более сына своего, которому деньги мешают жить в свое удовольствие. Я мечтаю творчески расти. Мечтаю творчески расти, чтобы ему доказать. Кому? Я хочу маэстро доказать, что на нем поколение не заканчивается. Мой дед научил его волшебству интерпретации музыки, а маэстро учил этому меня. Я прослушал все, что он делал. Могу сказать, что я его ученик. Пришло время познакомиться. Ну, пожертвовал бы на благородную цель. Зачем было давать огромные деньги оркестру и в то же время убеждать учредителя держать это в тайне от всех и брать тебя стажером? Зачем тебе это унижение? Тебя приглашали лучшие оркестры. Ведь денег, которые мы дали, с лихвой бы хватило на содержание оркестра на несколько лет вперед. Зачем было драму устраивать с плохой продажей билетов? Но ты же помнишь цитату из классического фильма: «Я покупаю билеты не ради выигрыша». Подачки ведь все бы испортили. Я хочу чему-то научиться. И если повезет, научить кого-то сам. А вы, как маэстро, думаете? Да, маэстро, я слушаю. А это вы, Семен Григорьевич. Когда... Что? Когда встреча? Обязательно приду. Сцена 12. Семен Григорьевич. Алло, я слушаю вас. Да, это оркестр. Я? Я маляр. То есть махлер, слушаю вас. В смысле, какой махлер? Я администратор оркестра. Да, я знаю, да. Там отдыхают наши дирижеры. Я имею в виду, что там наш маэстро и его стажер, они Малера репетируют. Да нет, не меня, композитора Малера. Он умер уже давно. Да нет, он давно умер, говорю. Я с ними не созванивался уже 3 дня. Там не работают телефоны. Горы, сэр, понимаете? Горы. А почему вы интересуетесь? Что? Что? Как это произошло? Когда? Подождите, я сейчас же попытаюсь навести справки. Боже мой, я перезвоню. До свидания, позвоню концертмейстеру. Привет. Здравствуйте, Семен Григорьевич. Что у вас с голосом? Что случилось? Вы в последний раз когда видели маэстро? Ну, где-то неделю назад. Он вам не звонил по поводу репетиции? Да он никогда из пансионата мне не звонит. Он не любит, когда ему звонят. А что случилось-то? Ну, а стажер вам не звонил? Нет, он должен был мне позвонить после встречи с маэстро и дать ценные указания. Так что случилось-то? Мне только что звонили из полиции. Они сказали, что кто-то из отдыхающих сорвался с горы в пропасть. А поскольку гости разъехались накануне и спасатели еще не обнаружили тело, то они всех обзванивают.
А почему позвонили вам? Я же зарезервировал пансионат для маэстро. У них есть мой телефон, они мне и позвонили. Пожалуйста, аккуратно поспрашивайте у наших, говорил ли кто-то с нашими, только без красочных деталей, а я позвоню жене маэстро и учредителю. Ну вот и отрепетировали похороны. А я говорил маэстро, что это очень плохая идея, и наши музыканты стращали друг друга, что это bad luck. А маэстро не верил. Вот и случилось несчастье. Сцена 13. Человек с камерой. Ну, хоть в коем-то веке дали на курорте поснимать. Здесь чудесно, горы, хотя погода портится. И не самое удачное время для пейзажных съемок горного курорта. Вьюга. Молодой человек, вы понимаете, что в этом месте похорон охотника уже не может быть трагедией, а только сарказм после бравурного проведения духовых. И дальше разворот на эпический фальшфинал и далее кода. Понимаете? Все это должно проходить с отчетливым динамическим противостоянием и определенной долей интриги. Молодой дирижер. Вьюга начинается. Это недобрый знак. Не отвлекайтесь, молодой человек, не отвлекайтесь, мы в безопасности. Но все-таки я пойду посмотрю. Ладно, бог с вами, продолжим на улице. Вы правы, маэстро. Слышите? Гул, как перед сходом лавины. Надо позвонить спасателям, чтобы отбуксировали машину и немедленно уходить, а то быть беде. Сцена 14. Семен Григорьевич говорит по телефону. «Полиция, есть новости?» «Нет?» Мне час назад пришел текст с незнакомого номера. Кто-то назначил встречу в кабинете маэстро. Я не знаю, от кого пришел текст, без подписи. Я вам немедленно перезвоню, когда узнаю хоть что-нибудь. Извините, кто-то стучит в дверь. Семен, что это ты пытаешься узнать и кому обещаешь перезвонить? Боже мой, вы живые, да? Маэстро, да что случилось? А что вы имеете в виду, Семен Григорьевич? В пансионате кто-то погиб, сорвался в пропасть, и я уже грешным делом решил, что это кто-то из вас. Вы почему не отвечали на мои вот эти истерические звонки? Полиция приходила в театр, к вам домой. Музыканты на ушах. Ваша жена, маэстро, она просто в смятении. Учредитель поднял всех на ноги, а вы даже ни о чем не подозревали. Семен, горевестник ты наш, почему из всех предположений ты безошибочно выбираешь наихудшее? Мой телефон был все это время у консьержа пансионата. Я даже его не зарядил ни там, ни в машине. Так что я понятия не имею о каких-то проблемах. Я попросил консьержа сообщить вам о встрече, что он, видимо, и сделал, раз вы здесь. Так? А мой телефон по требованию маэстро я оставил в машине. Но потом уже было не до телефона. Машину мою фасонную завалило снегом, и я послал за ней спасателей. Все, Семен, все. На этом плохие новости заканчиваются. А хороших песен, как ты любишь говорить, у нас есть. Я просмотрел запись репетиции оркестра с молодым дирижером нашим. «Титан» звучит гораздо лучше, должен признаться. К музыкантам приходит понимание, кем был Малер, чем для него была музыка и что для него означали похороны вообще и похороны охотника в частности. А почему я не удивляюсь, маэстро? Знаменитое еврейское чувство вины. У доброй половины моей семьи был точно такой же диагноз, да. А вы уверены, что похороны охотника – это не bad luck?
Наши музыканты говорят, что исполнять эту музыку без покойника не к добру. Семен, к ужасному детству в многодетной семье, к одиночеству в собственном доме, к разбойничьей и вульгарной улице, где он проводил все свое время и где его постоянно унижали, прибавились проблемы в собственной семье, споры с женой, ее измены, унижающие Малера, его вынужденные консультации у Фрейда. Вот те на. А я думал, что хоть у Малера в семье все было благополучно. Семен, ты знаешь, как я тебя люблю, но, пожалуйста, выключи Одессу хотя бы на полчаса. У нас серьезный разговор. Я много читал о встречах Фрейда и Малера. И как вы думаете, что помимо профессиональных интересов было между ними общего? Страсть к музыке. Горячо, Семен, браво. Тема смерти и тема бессмертия. Малер очень боялся смерти, и более чем физической смерти, он боялся забвения после смерти. Он боялся, что не успеет написать свою музыку, или, что еще чудовищнее, люди забудут его произведения. Малер говорил Фрейду, что хочет пережить свою смерть. Для него бессмертие означало стремление жить не только в настоящем или прошлом, но и будущем, жить вечностью духа. Его стремлению к идеальному состоянию постоянно мешала борьба, мешала суета. Но жизнь ведь невозможно познать без страданий и без смерти. А смерть собственная или смерть близкого человека становится трагичной, и утрата конкретного человека невосполнима. Для Малера смерть братьев и сестер, отца и матери, его дочери от дифтерии в возрасте 4 лет была страшным испытанием, невосполнимой утратой. Малер рассуждал как Достоевский, который неоднократно пытался создать картину бессмертной жизни через восприятие его героев. К тому же, как вы знаете, Достоевский практически пережил смертный час в колпаке смертника на голове и был помилован за минуту до казни. Мне стало, маэстро, более понятным обращение к теме похорон охотника. Да, здесь и неизменный страх перед смертью, сарказм и ирония людей, не верящих в будущее существование, практически языческое веселье танца. И все на фоне возвышенности и трагизма музыки, и веры в чудо. Именно, молодой человек. Наш оркестр раньше прилежно играл ноты в похоронах охотника, а должен был отчетливо воспринимать происходящее и сопереживать героям. Вот как вы думаете, почему уже в своей первой симфонии Малер обращается к теме похорон? Но опять же, из страха перед исчезновением. И не только. Я, молодой человек, опять рискну упомянуть Достоевского. Малер любил повторять его высказывания. Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, которые пережил автор в действительности. Это верно и когда мы говорим о музыке. Малер в своей первой симфонии отразил все сильные впечатления о детстве, развившиеся во множество фобий и расстройств. Гениальный учитель, позвольте вас так называть. Верно, верно. Надо вызвать у наших оркестрантов персональные эмоции, переживания за утрату, услышать искренний трагизм в их исполнении. Но как этого добиться? А я, простите, господа, я знаю. Говори, Семен. Кто-то из вас должен умереть. Угу. Конечно, иначе мы не добьемся. Да бог с тобой, Семен, ты сейчас превзошел себя. Гениальный план в кавычках. Тебе принести пистолет? Или ты попросту нас сейчас тут задушишь? Маэстро, вы до сих пор очень умно и красиво говорили. Но или вы себя не услышали, или я Малера
знаю лучше вас. Вот недаром у нас с ним одна фамилия. Семен, ну не томи, Семен. Послушайте, раз Малер хотел пережить собственную смерть и верил в свое возможное возрождение после смерти, почему бы одному из вас не умереть, а потом воскреснуть в его музыке? Сеня, я подозревал, что ты в церковь не ходишь. Я подозревал, что ты старый атеист. Но даже ты хорошо знаешь историю воскресения и понимаешь, что ни я, ни мой молодой ученик симфонию под названием «Воскресение после смерти» не осилим. Знаю, но, как говорила моя мама, урезать так урезать, умирать так умирать, а главное, умер-шмумер, лишь бы был здоров. Вот мой план. Имейте в виду, что сколько я не просил об этом музыкантов, слухи о несчастье в пансионате мгновенно расползлись. И все думают, что один из вас погиб. То есть все поверили слухам. Но когда они убедятся, что вы живы и здоровы, то примут это как знак удачи и примету долгой жизни. Во всяком случае, так считала моя мама. И все таким образом излечатся от плохих предчувствий, связанных с исполнением похорон охотника. Мы должны этим воспользоваться. Ведь генеральная репетиция будет завтра, так? На репетицию один из вас не придет, то есть как бы понарошку умрет для всех окружающих, даже для меня. Генеральную репетицию мы проведем с дирижером, якобы оставшимся в живых, а вот на концерте другой дирижер, якобы погибший в пансионате, чудесным образом появится. Вуаля! Это же реальное чудо с разоблачением. Это мечта администраторов всех времен и всех народов. Таким образом, оркестр переживет похороны охотника-дирижера и сыграет так, как вы это задумали. И мы раз и навсегда покончим с суевериями, что похороны играть страшно, а свадьбы весело. И если это не случится, то я достану свою скрипку, сяду по левую руку от вас, маэстро, и сыграю сам. А уж потом застрелюсь. Семен. Это очень рискованная штука. Воскресенье, с одной стороны, звучит по-христиански, но, учитывая наши обстоятельства, ваш сценарий во многом просто языческий. Мы, если последуем вашему плану, пожертвуем кем-то из нас для того, чтобы музыка зазвучала с новой энергией, получается очень по-малеровски. Самые яростные оппоненты его музыки, умирая, делали критикуемые им симфонии еще более великими. Не знаю, то ли они приносили себя в жертву его музыке, то ли музыка попросту избавлялась от них, как от досадной помехи. Вот вы предлагаете одному из нас воскреснуть после слухов о нашей смерти. А что случится с музыкой Малера, когда мы вернемся? А что случится с нами, когда мы вернемся? Если мы вернемся, вы хотели сказать. А если нет, то поддержим традицию, которую начал фон Бюлов, затыкая уши при игре Малера на рояле. Вскоре после этого у Бюлова началось душевное расстройство, и он растворился в горячем воздухе Каира. А музыка Малера продолжала жить. Вы спрашиваете, стоит ли пожертвовать собой ради музыки? Мой ответ – стоит. Тогда давайте последуем плану Семена Григорьевича. Не будем же мы верить в плохие приметы, правда? Иначе это навсегда останется предметом нашего спора. Ну что, Семен, теперь твой выход. Все, как ты мечтал. Бери скрипочку и садись в первый ряд. Я не знаю, кто из нас титан, не знаю, репетируешь ли ты по ночам, но я доверяю тебе эту постановку. Главное, доработай все детали и не напортачь. Вы хотели сказать «не облажайся, маэстро», да? Я суеверный атеист. Неправильное слово может все испортить. Главное, помогите мне проконтролировать ситуацию с учредителем.
Ну, а это уже моя работа. Маэстро Семен Григорьевич, позвольте. Хоть я и мажор, репетирующий в кедах, но обманный ауфтакт махнуть сумею. Сцена 15. Генеральная репетиция. Человек с камерой. Ну вот и наступил самый ответственный день. Генеральная репетиция. И Семен Григорьевич принимает парад. Я не понимаю, я что ли должен проверять форму одежды на генеральной репетиции? Почему ваши оркестранты одеты как одесские бендюжники? На бескультурном Западе сегодняшний день называется dress rehearsal. Запомните, дирижер без фрака – это врач без халата, а вы, как санитары, без клизмы выглядите. Вы улавливаете разницу? Сегодня костюмы и исполнение максимально должны быть приближены к завтрашней премьере. А у нас что? У нас свадьба или у нас похороны? Угрюмый скрипач. Я не хочу каламбурить, но у нас точно не свадьба, а скорее похороны. И настроение у нас, конечно, похороны. И играем мы похороны и репетируем похороны. Виолончелист. Музыканты очень расстроены смертью маэстро. И я надеюсь, они понимают, что это пока только непроверенные слухи, и полиция ведет расследование. Они все понимают, но предчувствие – великое дело. Кто-то из духовых. Мы за последние репетиции прочувствовали, что именно маэстро вкладывал в интерпретацию похорон охотника. Оркестр наконец-то зазвучал. Но теперь вот получается, что это никому не нужно. Семен Григорьевич, объясните? Ну, кто сейчас без маэстро оценит наше исполнение? Вы это серьезно говорите? А маэстро, где бы он сейчас ни был? А сам Малер, вы думаете, этого не услышит и этого не оценит? По-моему, Семен Григорьевич от горя сбрендил. Виолончелист. Я говорю вполне серьезно. Интерпретация симфонии Малера, какой ее слышал маэстро, ушла вместе с ним, вы понимаете? А у молодого дирижера свои мысли на этот счет. Он человек творческий, современный и мыслящий. У него своя музыка в голове и свое видение. Но маэстро – это же наш титан, нерв оркестра, главный интерпретатор этой музыки. И давно вы пришли к таким правильным мыслям? Месяц назад маэстро был готов засунуть свою дирижерскую палочку некоторым оркестрантам в задницу. А остальные еще при этом ухмылялись, глядя, как маэстро бьется из последних сил с циниками, сидящими за пюпитрами. Скрипач. Семен Григорьевич, вы сейчас нас просто рассмешили. Вы сама наивность, но вы же музыкант. И за столько лет работы с оркестрантами вы еще не устали удивляться? Забыли, что сам процесс спора для них – это все. А предмет спора зачастую ничего. Что спор о музыке – это и есть ритмически нудное болеро, часто переходящее в истерику. Вы забыли, что ради красного словца ламцадрит ца-ца-ца-ца? Да нет, я не забыл. Я грешу верой в то, что без надежды надеюсь. Простите меня за патетику. Прощаем, Семен Григорьевич. Иногда высокий тон просто необходим. То есть, что бы я сейчас ни говорил, оркестр поверил слухам и считает, что маэстро погиб, но настроен зазвучать по-маэстровски под взглядом и палочкой молодого дирижера. Так? А почему вы все поверили в смерть именно маэстро, а не молодого дирижера? Вы не думаете, что в пансионате мог пропасть, сорваться кто-то другой? Кто-то из духовых. Семен Григорьевич, по сюжету и гармонии это должен быть маэстро.
Но кто может подумать, что молодой дирижер, вышивающий на своей спортивной машине на огромной скорости без малейших аварий, с телефоном в руке и музыкой на полную громкость, который постоянно катается на горных лыжах с девицами, мог бы на ровном месте поскользнуться и упасть в пропасть. Но ведь так же. То есть смерть маэстро для вас реальнее и трагичнее? Скрипач. Семен, не придирайся к словам. Мы тоже в жизни кое-что смыслим. Когда нет надежды, то ее попросту нет, понимаешь? Когда в комнате нет черной кошки, то ее уже туда не посадишь, и убежавшего зрителя обратно в зал не загонишь. Не надо поддерживать в нас боевой дух. Все и так настроены сыграть по-настоящему, и маэстро был бы доволен. Хорошо. Но тогда идемте в зал. Ну и кто у нас будет сегодня дирижировать оркестром? Виолончелист тихо. Я вижу из-под ширмы ноги в коротковатых джинсах и кедах на босу ногу. Семен Григорьевич. Я предчувствовал, что маэстро, конечно, уступит молодому дирижеру и выберет именно такой финал. Скрипач. Ну я же вам говорил, Семен Григорьевич. Ну говорил же вам. Боже мой, это же маэстро, это вы. Как вам идут джинсы и эти ужасные кеды? Семен Григорьевич. Он доволен. Умеют же стервицы играть как надо, когда чувствуют момент. Ах, ну что, тезка Малер, какое дело публике, как мы достигли этого, правда? Ведь и ты, Густав, отдал когда-то все, чтобы попасть в Вену и стоять за пультом своего оркестра, исполняющего твою музыку именно так, как ты это себе представлял. Сцена 16. После генеральной репетиции. Маэстро, вот уж действительно говорят, что музыку в нотах не найдешь. Оркестр сегодня звучал удивительно. Ну, если так сыграют завтра на премьере, то зрители будут, конечно, довольны. Им ведь все равно, что происходило там за кулисами. Все проблемы до того, как поднялся занавес, и после того, как погаснут огни в зале, достаются нам, Семен. А мы хотим верить, что слушатель после окончания концерта все еще находится под очаровательной иллюзией музыки и не расстается с увиденными образами. И мы, и они остаются в неверии, но каждый из нас самостоятельно домысливает свою собственную сказку. Ах, если бы еще не включались в нашу жизнь сказочники-агенты, кощей-менеджеры, и если бы не бюджет, который год от года худеет. Господи, как было бы хорошо. Семен, поделитесь со мной вашими мыслями. Ну, наш бюджет когда-то подпитывался абонементами, проданными пластинками и собственными силами. В свое время нам 30-40 концертов хватало, чтобы сводить концы с концами. А теперь ведь и 100 концертов не хватает, маэстро. Учредитель нанимает антрепризу из известных солистов, платит колоссальные деньги приглашенным музыкантам, дирижеру-стажеру, которые, по его словам, могут делать кассу, за залы платит, которые нам стали не по карману, рассчитывая на каких-то меценатов, которых становится все меньше и меньше. Одной продажей билетов уже нельзя заработать. Вот и приходится выступать на корпоративах, в парках, на юбилеях у кого-то, отмечая там что-то. Мы даже работали на свадьбах у олигархов, которые хотели настоящий камерный оркестр, где выступают народные заслуженные артисты. Вы представляете? У них особой популярностью пользуется известная вам красавица-скрипачка там, в полупрозрачном платье, играющая с пианисткой с внушительной грудью и в мини-юбке. Слушать музыку этой публики, как правило, не обязательно. Им нужна помпа, красивые фраки и фотка на память.
Зачем им после этого идти на концерт, когда можно потрогать известного артиста руками, а если повезет, то и рюмку вместе опрокинуть? А для нас, музыкантов, массовость выступлений губительно сказывается на отдаче, на качестве репетиций и на качестве концертов. Музыканты устают от своих бесконечных халтур, а тут еще работа над сложнейшим материалом. Бесчисленные выступления и частые, порой глупейшие интервью уничтожают то малое, что еще осталось от ауры и тайны классической музыки. Да, после того, как учредитель сказал, что мы теряем деньги на каждом проданном билете, я предложил ему проводить концерты бесплатно, вместо того, чтобы выступать в полупустых залах или распространять сотни контрамарок. Лучше привлекать публику, которая хочет послушать концерт, но не может заплатить за билеты, чем продавать билеты втридорого перекупщикам, пытаясь окупить все расходы. Между прочим, все дорогие постановки в Метрополитен-опере транслируются для публики на большом экране с хорошим звуком и на хорошей аппаратуре во время представления на площади перед входом в театр. Вы представляете, я ведь там работал. В сквере Линкольна, где находится опера, собираются тысячи любителей классики. И мы не теряем их из своего круга. Мы не играем для них халтуру. И они преданы нам за это. Но учредитель сказал, что решил вопрос с деньгами на несколько сезонов. Решил. Интересно, кому он продал душу? Маэстро, не волнуйтесь. Если он и продал душу, то, скорее всего, не свою, а нашу. Вы считаете, что надо не бояться исполнять сложные произведения, а бояться обстоятельств, мешающих нам? И таких обстоятельств, Семен, очень много. Колоссальные гонорары звезд, комиссионные агентам, уничтоженная индустрия звукозаписи. Мы об этом ведь много говорили с молодым дирижером, с моим коллегой. Заигрывая с публикой и предлагая ей обрывки симпатично звучащих мелодий или выступление оркестра с рок-певцом на концерте, где оркестр звучит как каша, потому что весь звук сводится на телефон, не прибавит нам новых любителей классической музыки. Наоборот, дешевые обработки и сборники «The Best» не способны привлечь подлинных любителей музыки. Это имеет обратный эффект. Любители бегут от этого, как от чего-то низкопробного, от чего-то постыдного. Я согласен, маэстро, я согласен. Но и молодой дирижер прав. Ведь он сетовал, что классическая музыка оторвана от современности. А сама пафосная обстановка на концертах, костюмы, люстры, чопорность многих дирижеров и музыкантов пугают молодежь. И да, и нет. Студенческий оркестр, прибежавший на репетицию с пляжа в шлепанцах, не обязательно привлечет молодежь, если скверно сыграет плохо подобранный репертуар. И наоборот, я видел, как молодежь пожирала глазами музыкантов во фраках, исполняющих Малера. Кстати, о Малере, который всегда был идеально одет. Кто-то еще сказал, что по его манере одеваться можно узнать о его музыке больше, чем на лекциях в консерватории. Да, вот почему музыка Малера, который почти исчез в 40-х, 50-х годах прошлого века, до сих пор находится в центре внимания. И музыка его адекватна. Я вот долгие годы слежу за дирижерами и оркестрами, исполняющими его произведения. К тому же мы однофамильцы, и у нас ведь практически одна судьба. Сам Малер как-то сказал, что он трехкратный бездомный еврей, не имеющий своего родного места и говорящий при этом по-немецки. Кроме языка и его таланта, у меня те же тоскливые чувства, когда я оглядываюсь на свою жизнь. Малер и сейчас современнее, чем многие сегодняшние популяризаторы музыки. В этом мы сходимся с молодым дирижером, да. Малер в музыке изобрел свою формулу.
Он считал, что талант композитора обязан жертвовать всем и испробовать все ради достижения одной единственной цели. Сочинение и интерпретации музыки как талант это сам чувствует. Малер и жертвовал всем, что стояло между ним и заветным подиумом в Венском оркестре. А добившись этого и встав на этот подиум, он получил беспрецедентную власть над исполнением музыки. Да, все, что мешало ему, он беспощадно давил. Для него не было никаких мелочей. Он жестко контролировал все детали постановок, качество костюмов, освещение, стоимость билетов, поведение музыкантов и публики. Он, например, запрещал аристократам и почетным гостям опаздывать, разговаривать, есть и пить в ложах во время представления. А вот все, что было вне музыки, его не интересовало. И он допускал любые компромиссы. Вместе с тем, несмотря на свою неограниченную власть, он никогда не указывал темпа в партитуре и никогда не давал советов дирижеру. Никогда не писал, сколько его произведение должно звучать. Малер и сам не исполнял 2 раза свои произведения в одинаковом темпе и в одинаковой интерпретации. Ему было скучно повторять себя же. Малер даже не прописывал хронометраж, предоставив дирижерам возможность вникнуть поглубже в его произведение. Да, вы, кстати, часто, маэстро, повторяли его слова. «Интерпретируйте мою музыку так, как вы ее чувствуете в данную минуту». Да, Семен, Малер был Эйнштейном в музыке. Эйнштейн сам неплохой музыкант, изобрел теорию относительности, а Малер изобрел теорию относительности, но в музыке, сжимая или ускоряя темп и оттенки музыкальных произведений, добиваясь таким образом различного настроения или эмоций от прослушивания произведений. Его гениальная музыкальная формула относительности в неоднозначном восприятии музыкального произведения в зависимости от ритма, темпа и интерпретации. Все произведения Малера абсолютно современны, потому что они и есть жизнь, его детство со всеми переживаниями, со всеми травмами, его семейные трагедии, жизнь его бездомных предков и, главное, жизнь тысяч людей, слушающих его музыку, включая и мою жизнь, и твою, Семен, жизнь. Жизнь с иронией, болью, сарказмом, с потерями. В общем, жизнь, какая она есть на самом деле. Вы знаете, маэстро, я это все прочувствовал на сегодняшней репетиции. Да, Семен, завтра у нас концерт. Не затянулся ли наш розыгрыш? Как мы планируем выйти из создавшегося положения? Я договорился с молодым дирижером и с учредителем. В середине первого ряда мы оставили свободное кресло по соседству с учредителем и другими важными гостями. Вы выходите к публике, и мы начинаем концерт. Настроение и исполнение «Титана» и особенно «Похорон охотника», надеюсь, будет таким же трагичным и таким же объемным, как на сегодняшней репетиции. В конце первой части симфонии, как бы опаздывая на свободное кресло, проберется молодой дирижер. Публика его увидит, а вот оркестр нет. И когда мы закончим «Титан» и включится свет, то молодой дирижер будет обнаружен оркестрантами. После концерта я приведу молодого дирижера за кулисы, и музыканты поймут, что поторопились поверить слухам. Вот пусть таким образом все извлекут свой урок. Вот это вот и есть мой план. Ну, хорошо, Семен, надеюсь, что больше сюрпризов не будет. Учредитель видит сон и напевает во сне. Артишоки, артишоки, и миндаль, и миндаль. Хрен розовощекий, хрен розовощекий, смотрит вдаль, смотрит вдаль. Неуспокоенный и натужный взгляд его. В похоронном марше он теряет друга своего. Оттого
Семен Григорьевич, что происходит? Наш маэстро даже разговаривает сейчас, как его любимец Малер. Тот же, когда был спокоен, говорил баритоном ведь, а когда нервничал, переходил на тенор. Маэстро, он даже дискантом верещит иногда. Он что, еще до сих пор в чем-то сомневается? Да, у нас есть деньги. Да, не в деньгах дело. Мне говорил молодой дирижер, что не грех бы репертуар осовременить, чтобы, так сказать, молодежь музыкой интересовалась. Им нужна эта связка, опора на свой мир. Даже кеды пресловутые молодого дирижера – это связка. Вот дочь моя, например, говорит, что Малер кул, потому что Бейонсе, видите ли, его дальняя внучатая племянница. Вы это знали, кстати? А она переслушала «Титана», пытаясь найти в его музыке что-то для себя интересное. И нашла, представляете? Нашла Бейонсе. Значит, маэстро был прав. И что? И вы, Семен Григорьевич, теперь Бейонсе слушаете, да? Вот видите. А говорили раньше, что терпеть ее не можете. Но почему маэстро говорит, что музыка не для развлечения? А для чего тогда? А для чего? Зачем нам обязательно менять жизнь вокруг и постоянно что-то доказывать слушателям? Зачем нам этот вечный малеровский образ пловца с короткими руками, старающего достичь берега быстрее всех? Есть же мелодисты получше и полегче для восприятия. Но вам, интеллектуалам и публике, это все так неинтересно. Быстро надоедает, правда? Что вы говорите? Он современен. Его музыка звучит свежо. А почему? Для вас лично Малер больше кто? Композитор или человек? Значит, для вас он больше человек, музыка которого вам интересна. Я не сомневался в таком ответе. Правильно, правильно. И дирижер для вас – это прежде всего человек. Это лидер. Без него классическое искусство теряет смысл, правда? И зрители прежде всего визуально оценивают дирижера, визуально оценивают его технику, энергию, его харизму, его движение рук, а уж потом полностью воспринимают музыку. Для них дирижер – это и есть зрелище, из-за которого они приходят на концерт. Поэтому они больше любят смотреть, как дирижер управляет оркестром, как репетирует, как дает интервью, чем просто сидеть слушать записи концерта. Но можно получать удовольствие и от записей, если, разумеется, их мастерит и сводит такая же звезда, как и солист оркестра или дирижер. Я, например, если выбираю записи для прослушивания, то только те, которые обозначены ремастеринг. Потому что это раздвигает границы услышанного. Это абсолютно новое измерение восприятия, которое технически и эстетически более совершенно и близко для любителей музыки. Помните, мы с вами спорили о Битлз, Лед Зеппелин, Пинк Флойд? Вот попробуйте послушать микс и мастеринг 70-х, 80-х и сравнить их с современным миксом. У вас будет абсолютно другое восприятие этой классики. Это совершенно другая музыка. Вы услышите и оцените частоты и акценты отдельных инструментов и партий, которых вы не слышали в архаичных записях. Новое сведение и мастеринг, сделанные звездами, тоже превращают классику в современные произведения. Возглавив оркестр, Малер стал суперзвездой. За ним по Вене ходили толпы поклонников и поклонниц в поисках знакомства и получения автографа. Такого раньше никогда не было. И это без телевидения, и это без интернета. Их мало, настоящих звезд. Но то, что говорят и исполняют они, мгновенно подхватывают другие. Малер – настоящая рок-звезда, несомненно. Он был рок-звездой для своего поколения и остался рок-звездой для нашего. Поэтому
Он интересен, он актуален. Зрители за звездами следуют молча и с восторгом. Например, приходят на концерт музыки Малера в интерпретации нашего маэстро, наблюдают за его идеальной спиной и вкрадчивыми движениями серьезного орла и с умилением напевают про себя вульгарную вставку в драматической и гениальной музыке Малера. Артишоки, артишоки, и миндаль, и миндаль. А вот вместе с артишоками им незаметно заходит и серьезный кайф. Вот как выражается моя дочь. И чем внимательнее они вслушиваются, тем страшнее становится им от правды услышанного, и тем больше хочется им слушать эту правду вновь и вновь. Наш титан, наш маэстро, несомненно, звезда, когда исполняет, что хочет, и так, как хочет, и как он эту музыку слышит. Зачем же ему мешать? Не надо. Сцена 18. Подъезд к концертному залу, дорогие авто, дамы в соболях, в фойе портера шампанское и канапе. Открывается занавес, оркестранты идеально одетые и серьезные, за кулисами стоит дирижер, рядом Семен Григорьевич. Дирижер размеренным шагом направляется к подиуму, замечает пустое кресло в первом ряду, кланяется публике и поворачивается к оркестру. Семен Григорьевич из-за кулисы украдкой выглядывает в зал. В первом ряду в середине пугающе зияет пустое кресло, освещенное прожектором. Семен Григорьевич вздыхает и медленно уходит за кулисы. Камера плавно следует за ним. Он открывает дверь гримерки, крутит ручку громкоговорителя. Звучит Малер. Семен еще раз вздыхает, на этот раз тяжело. Садится в кресло, открывает дверь тумбочки, достает бутылку, наливает полную рюмку, грустно выпивает и закрывает глаза. Малер звучит. Семен кладет руку на ноющее сердце и засыпает. Семен Григорьевич открывает глаза, прислушивается. Симфония движется к финалу. Он пьет еще одну рюмку, ставит бутылку на место и прикрывает дверь тумбочки. Встает и идет за кулисы. Камера движется за ним. Семен выглядывает в зал из-за кулис. Его лицо крупным планом искажается от ужаса. Камера показывает первый ряд зала. Крупный план. Кресло в первом ряду пустое. Сидящий рядом учредитель растерян. Финал симфонии, последний аккорд. Дирижер медленно поворачивается в зал. Звучит музыка Малера как продолжение и как недосказанность. Сцена 19. Дирижер.
Все ли я правильно понял из нашей последней беседы с молодым дирижером в машине перед снежной бурей? Я ведь отчетливо помню его голос. Похоже, у Малера к смерти, музыке и семье были отношения так называемой love-hate, то есть он одновременно в них нуждался, любил, ненавидел и испытывал чувство вины. Да, молодой человек к ужасному детству в многодетной семье, к одиночеству в собственном доме, к разбойничьей и вульгарной улице, где он проводил все свое время и где его постоянно унижали, прибавились проблемы в собственной семье. Да, споры с женой, ее измены, унижающие Малера, его вынужденные консультации у Фрейда. Да, но ведь жена Малера была не только молодой красавицей, но и способным композитором. И ей приходилось уступать Малеру, когда он требовал от ее персоны оставить собственное творчество и полностью подчинить себя семейной жизни, о которой он мечтал еще в детстве. Ну, конечно, молодая красивая жена – это не любящая мама, которая была нужна Малеру. К этому еще прибавлялись безобразные сцены ревности. Вы думаете, самопожертвование и жизнь с гениальным человеком даются легко? И как видит жизнь сам гениальный человек? Я думаю, что музыка Малера вечная, и траур по тиранам-охотникам повторяется снова и снова. А звери так ведь ничему и не учатся. Или боятся учиться жизни. А в жизни, как и в музыке, даже после финала, есть всегда продолжение. Могу только предполагать, что жизнь — это розыгрыш. Кажется, я только теперь понял то, о чем молодой дирижер пытался мне сказать, когда прочитал свое стихотворение в сонатной форме, о творческих сомнениях, чудесах импровизации и о своем отношении к музыке. Все дело в сонатной форме, друг. Это беда и благо. Пролог задает движение судьбе. Пролог в сонате — трудяга. В прологе мелодия главная борется с темой вторичной. В прологе заглавная партия не стала еще привычной. Все дело в сонатной форме, друг. Соната — капризная дама. Нет больше известных в мире форм, где музыкой сказана драма. В сонате нет текста ритмичного. Заглавная мелодия рифмует слог, и если она талантлива, то и развитие успеет в срок. Все дело в сонатной форме, друг. Развитие сменит кода. Реприза — это мощный пролог, когда из мелодии уходит свобода. Реприза уже известна. Она главных тем слияния. Реприза — повторение пролога, и мы это знали заранее. Все дело в сонатной форме, друг. Но вдруг, если кода не повторение, она зазвучит как торжественный трюк. И это рождает сомнение. Сомнение — это заноза в прологе, звучащем нежно. Концовку предчувствовать можно, предугадать бесполезно.